Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. Сегодня я вяжу сумку-малышку по очень необычной и редкой схеме. Я использую шнур карамель. Это полиэфирная пряжа в 75 метрах 200 грамм. По ходу видео покажу, как изготовить изделие из двух мотков такой нити. Вы можете использовать любую толщину и фактуру пряжи и связать как изделие в размере мини, так и большой городской шопер на ваше усмотрение. Если потребуется дополнительное видео по вязанию объемного изделия этой техникой, пишите комментарии, обязательно его добавлю. Я использую крючок 5 мм. На каждом этапе вязания озвучиваю рядность и размер изделия в сантиметрах. Приготовила ножницы и маркеры. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, переходим к работе. Набрасываю нить на крючок, край перед работой, подхватываю рабочую нить и формирую первую петлю. Создаю цепочку из 11 воздушных петель. Вся цепочка около 9 сантиметров. Теперь переворачиваю цепочку из воздушных петель, пропускаю первую точку и во вторую перемычку вставляю крючок, провязываю столбик без накида. Далее до конца ряда у меня 10 точек для провязывания. В каждую точку провязываю столбик без накида. Здесь распускаю узелок начала. Буду уводить его и ввязывать в полотно. И в последнюю точку провязываю еще 2 столбика для поворота на другую сторону. Всего в вершину провязано 3 столбика. Перехожу на противоположные точки, вставляя крючок за обе дужки кромочной косы. Провязываю в каждую точку столбик без накида. До конца ряда у меня 9 таких точек после поворота. Первый ряд закончен. Я вставлю маркер в подъемную петлю начала. В нее уже не провязываю столбики, она остается в стороне. Но ряд получается как будто незавершенным, поэтому в последнюю точку я провязываю еще один столбик без накида. Получается 10 столбиков после поворота. Петля подъема, переворачиваю вязание, каждый последующий ряд буду вязать заднюю полупетлю кромочной косы столбиками без накида. Сейчас вяжу до поворота, далее до конца ряда. В каждом ряду на вершине поворота мне нужно будет делать добавление в одну самую центральную точку. Маркирую ее. Если перевернуть на предыдущий ряд, эта точка – расстояние между первым и вторым столбиком, провязанных в одну точку в прошлом ряду. Итак, точно так же за заднюю полупетлю вставляю крючок и провязываю в верхнюю точку 3 столбика на повороте. Готово. Так будет из ряда в ряд. Я могу эту точку маркировать сейчас. Вот расстояние между первым и вторым столбиком. Могу в следующем ряду. Далее завершаю ряд, не довязывая до маркера. Здесь будет последний столбик. У меня закончился второй ряд, и точно так же он как будто не завершен, поэтому в последнюю точку провязываю еще один столбик. Я сделала добавление в конце первого ряда и в конце второго. Больше добавлений с этой ровной стороны моей заготовки не будет. Петля подъема, переворачиваю вязание, следующий третий ряд.
вяжу точно так же за заднюю полупетлю и в маркированной точке провязываю 3 столбика в одну точку. Ряд завершится с этой стороны, здесь. Еще раз акцентирую внимание, на повороте добавление я делаю в каждом ряду, провязывая 3 столбика в вершину поворота. И на следующий ряд маркирую точку между первым и вторым столбиком. Третий ряд закончился. Здесь у меня 27 столбиков. Петля подъема. Со следующего ряда, с 4-го, у меня появляется еще один вид добавлений. Он будет в каждом четном ряду, 4-м, 6-м, 8-м, 10-м и так далее. Как я нахожу точки для этих добавлений? Это эффективная глубина сумки. Отсчитываю здесь 10 столбиков вместе с подъемным. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Следующую точку маркирую. И здесь то же самое, ровно противоположная точка. 5, 10. Эту точку маркирую. Переворачиваю вязание, заднюю полупетлю вяжу до маркера. В боковых маркированных точках провязываю 2 столбика в одну точку. Первый и сюда же второй. Готово. Далее на вершине провязываю 3 столбика в маркированную точку и завершаю ряд, провязывая 2 добавки в боковую точку. 1, 2, 3. Для удобства на следующий ряд и завершаю ряд по намеченной схеме. 1, 2. Четвертый ряд закончился. Петля подъема. В 5-м ряду делаю добавку только в вершине. Завершился 5-й ряд. Для 6-го ряда я снова маркирую боковые добавления, уже отсчитывая 11 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Добавка будет здесь и 11 с этой стороны. Добавка будет здесь. Можно ориентироваться от центра. 5 петель с этой стороны и 5 петель с этой стороны. Продолжаю ряд. 2 столбика в эту точку, 3 столбика здесь и 2 столбика в эту точку. Шестой ряд провязан. В боковых добавлениях проглядываются углы, которые закладывают форму нашего изделия, как нам и нужно. Петля подъема. 7-й ряд провязываю с добавлениями только в вершине. 3 столбика в одну точку. Для 8-го ряда снова маркирую боковые точки. Также на 11-ю петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Здесь. И с противоположной стороны симметрично. 5, 10, 11. Если смотреть по добавлениям, добавка идет над добавкой. Здесь и здесь аналогично. 9-й ряд. Добавление только на вершине. Следующий ряд 10. В 10, 12 и 14 ряду я делаю боковые добавления, отсчитывая 12 столбиков от ровного края.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 здесь. И аналогично здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 14 ряд будет последний. Точно так же в 11 и 13 рядах я делаю добавки только в вершине. Сейчас у меня будет последний ряд, 14. Добавляю на боковых точках, провязывая по 2 столбика в эти точки. И, как всегда, на вершине провязываю 3 столбика в одну точку. Прерываю нить с небольшим запасом. Вытягиваю ее, убираю в сторону. Размеры моей заготовки на данном этапе: ширина около 25 сантиметров, глубина 24 сантиметра. Напомню, у меня 14 рядов. Вяжу точно такую же деталь. Повернуть обе детали нужно так, как будто я перехожу на вязание следующего ряда. То есть последний ряд должен смотреть на меня изнанкой. Острая часть к острой части. Ввожу новую нить. Вставляю крючок в вершину с правой стороны. Подхватываю рабочую нить. Здесь оставляю небольшой запас. Создаю цепочку из 13 воздушных петель. В сантиметрах получилось около 10. Теперь прикладываю крючок к противоположной острой точке второй детали. И тоже с правой стороны ввожу крючок, провязываю соединительную. Теперь переворачиваю детали так, чтобы было удобно продолжить ряд. Здесь вставляю крючок в заднюю полупетлю и продолжаю вязать столбики без накида до этой точки, без добавлений. В одну петлю 1 столбик. Дойдя до конца, провязываю столбик в угловую точку и перехожу на ровный край. Здесь каждому ряду соответствует 1 столбик. Прокалываю центр ряда, первый столбик, следующий, еще один. Здесь ряды чередуются. Один вязан по лицу, другой по изнанке. Так у меня по детали получится 15 рядов. Здесь 15 ряд уже начат. Завершаю обвязку по ровному краю, перехожу на 15 ряд по этой стороне и заканчиваю в этой точке. 15 ряд по одной из деталей закончен. Он захватил и ровную часть. Теперь перехожу к навязыванию рядности ручки. В заднюю перемычку вставляю крючок и провязываю столбик без накида. Так до этой точки, где перехожу к обвязке детали. С этой стороны тоже перехожу к вывязыванию 15 ряда за заднюю перемычку. Край начала нити ввязываю в полотно и проделываю то же самое, без добавлений по этой стороне, здесь, и возвращаюсь в эту точку. Дойдя до ручки, продолжаю провязывать столбики без накида в заднюю полупетлю. Так ручка получится двухрядной. Ряд завершился, вытягиваю нить. У меня здесь как раз закончился моток пряжи, и делаю бесшовное соединение. В кромочную косу увожу нить и возвращаю в исходную петлю.
С помощью этой же нити можно ручку сделать объемной. Сложить ее пополам и с изнанки провести обвязку соединительными петлями, подхватывая одну полупетлю с одной стороны и одну полупетлю с другой стороны. Еще раз то же самое здесь и здесь. И протягиваю соединительную снова здесь и здесь. Придаю форму своему изделию и прихватываю соединительными петлями центральные части сумки. Нахожу у основания петли, которые относятся к центральным частям. Вставляю крючок в дальние полупетли и с помощью той же рабочей нити делаю соединительные стежки. Далее новая петля с одной и с другой стороны и соединительная. Так до точки, пока петли не станут расходиться. Остается последний стежок. Вытягиваю укороченную нить и вставляю эту нить, имитируя последний стежок. Возвращаю ее наизнанку в исходную петлю, где можно закрепить и спрятать. Точно так же проделываю и с противоположной стороной. С этой стороны получилось точно так же 11 соединительных и 12 завершающее. Увожу нить наизнанку. Каркас изделия готов. Придаю форму. И теперь мне нужно сделать расчет для вязания донышка. Я посчитала кромочные петли по донышку. У меня получается 58 точек для того, чтобы вшить дно. Я уже решила, что донышко будет двухрядным, и вязать я его буду галочкой в раскол. 58 минус 2 ряда с добавлениями по 6 минус 12 получается 46 петель. Делю 46 пополам, получается 23. И добавляю 2 петли на повороты. Сейчас мне нужно набрать 25 воздушных петель. Цепочка из воздушных петель получилась 20 сантиметров, несмотря на то, что донышко в итоге должно быть 25 сантиметров. Я пропускаю одну петлю, она уходит на петлю подъема, и в заднюю перемычку провязываю столбики без накида до крайней точки. В последнюю точку, в заднюю перемычку, провязываю сразу 3 столбика для поворота на противоположную сторону. Узелок можно распустить и этот край пустить в полотно, хорошенько подтянув. Последний 3-й столбик. Противоположный ряд вставляю крючок за обе дужки кромочной косы. Напротив каждого столбика по этой стороне у меня провязывается столбик по противоположной. У меня последний столбик ряда, и в подъемные точки здесь нужно провязать 3 столбика для поворота. Первый, второй и третий. Ряд закончен. Можно делать соединение, можно продолжить вязать по спирали. Я вставляю крючок в первую кромочную косу и увожу петлю наизнанку. Далее нахожу первый столбик прошлого ряда и вставляю туда в раскол крючок, подхватывая уведенную петлю.
И с помощью рабочей нити формирую первый столбик второго ряда. Далее продолжаю в раскол вязать столбики до следующего поворота. Крючок вставляю в центр галочки по лицу, и он выходит из центра галочки по изнанке. На повороте нахожу 3 центральные петли у вершины, и их провязываю в раскол с добавлениями. Следующая у меня первая. Вставляю крючок, первый столбик, в эту же точку второй столбик. Это первое добавление. Всего нужно 3. Следующая петля тоже с добавкой. Первый столбик. Сюда же второй. И последняя петля поворота. Провязываю в раскол 2 столбика в одну точку. Так получается 3 добавки на повороте во втором ряду. Вяжу также по ровной до этого поворота. Здесь делаю то же самое. Вытягиваю нить полностью, там остался небольшой запас как раз для завершающего шва. Увожу ее в первую кромочную косу и возвращаю в исходную точку. Донышко получилось 25 на 4 сантиметра. Я уже маркировала самые крайние точки на поворотах. Они должны соответствовать точкам центра боковой части. Здесь и, соответственно, здесь то же самое. Количество петель, напоминаю, у меня одинаковое. В круг по дну и по сумочке 58 петель. Сшивать буду тем же самым способом, что и прокладывала швы здесь. Подхватываю ближние полупетли здесь и здесь, протягиваю рабочую нить и формирую соединительный шов. Снова здесь и соединительная. Так, пока не закончатся петли с одной и с другой стороны. Моя сумка готова. От 2 мотков пряжи осталось буквально 1,5 метра нити. Очень стильная и красивая. Признаться, даже не ожидала такого крутого результата. Шнур прекрасно держит форму, она каркасная и очень удобная. Размеры готового изделия 25 сантиметров донышко, 5 сантиметров его ширина. 24-25 сантиметров ширина изделия, 12 глубина эффективная и от ручки 26-27 сантиметров. Такая сумочка дополнит любой образ, как ежедневный, так и праздничный. Прекрасно будет смотреться из более толстой пряжи и тонкой в виде объемного городского шопера. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!